Вы должны молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре новый инструмент. Инструмент прислан магазином Voyofada. Надеюсь, прочитал правильно. Значит, уже видите, на рукоятке у нас отлито литиум, что значит, что работает он на литиевой батарее. Батарейка у нас приехала 3000 мАч, 20 вольт. Друзья, не пугайтесь, если будет написано 18, 20, 21 вольт, все это одно и то же. Батарея а-ля Makita. То есть от Makita сюда все должно у нас подойти. Также в комплекте приехал вот такой вот зарядник. Что у нас здесь написано? 21 вольт, 1,2 ампера. Зарядничек очень, друзья, легкий. Наверное, коробок со спичками весит больше, чем этот зарядник. Давайте, кстати, ради прикола, ради сугубо прикола, 105 грамм. То есть, если выбросить отсюда все провода, то останется, наверное, 5 грамм. Так, это пока в сторонку. И в комплекте у нас приехало 4 пилочки. Вот такая пилка с мелким зубом, друзья, по дереву. Есть пилка по металлу. Кто смотрел мой прошлый обзор большей пилы, вот, там пришла в комплекте пилка по металлу, и она оказалась совершенно никудышней. Вот, за кадром я хотел сделать рез один, и мне это не удалось, она сразу же слезалась. Поехал я в местный магазин, купил задорого, очень задорого пилки Bosch. Вот, и эта пилочка, я купил две в комплекте, то есть, а одной пилкой я уже много чего, друзья, перерезал. Вот это будет процентов 98, даю, что она тоже сразу сядет. Ну, мы посмотрим. Значит, вот такая пилка по дереву с таким агрессивным зубом. И точно такой зуб, но пилочка подлиннее. Вот давайте я вам так продемонстрирую. И эти сюда же, чтобы было чего-то там наглядно видно. Так, с пилками разобрались. Давайте смотреть сборку. Сборка, в принципе, на оценку хорошо, не отлично. Не отлично почему? Потому что у нас вот в этом месте немножко чувствуется, и в этом чувствуется, друзья, облой. А так, в принципе, все это дело собрано так же, как и весь остальной, в принципе, этот инструмент с Алиэкспресс. Хаммер, будто Лаева, Людиви и т.д. и т.п. Все это дело, я так понимаю, отливается на одном и том же заводе где-то. И потом наклеиваются разные наклеечки разных фирм. Есть у нас кнопка управления, которую, видите, не нажмешь, так как у нас кнопочка наша утоплена и обозначает закрыто, то есть блокировка. С этой стороны замочек открыт, нажимаем, и, соответственно, мы можем уже работать и разблокировать. Вот эта вот штука сделана из какой-то типа массивной резины. Конечно, это не массивная резина, это у нас все тот же пластик, но облит таким довольно толстым слоем резины. Если нам надо где-то как-то вот, допустим, так пилить, браться, ну, довольно удобно. Хотя не знаю, что можно так вот этой пилой сабельной пилить. На этой этикетке у нас опять же указан Voyofada магазин. Дальше, что электрическая сабельная пила на английском. Напряжение 18 вольт. И заряжать адаптером 100-240 вольт переменки 50-60 Гц. Ну вот нахрена эту информацию писать на самом инструменте, я в принципе даже и, друзья, не знаю. Так, ехаем дальше. Есть у нас, очень мне нравятся вот такие вот вещи. То есть такой вот быстросъемный патрон. Просто шикарно. И уже у нас здесь установлен стационарный подпятник, в то время как на прошлой моей сабельной пиле на большой, которой я по сей день в принципе пользуюсь, у нас подпятничек был с регулировкой. Здесь же просто упор и как бы все. Ну и там в принципе тоже упор, но регулируемый. Минусом я назвать это не могу, но ну вот как-то так. Есть такой и есть такой. Так, давайте попробуем установить нашу пилу. Давайте что-нибудь покороче, давайте по металлу поставим. Хлоп. Закрылась, смотрим люфт. Стук, друзья, идет не из пилки, а стук идет вот именно от штока, ну, от рабочего штока. Все сидит жестко мертво. Давайте попробуем, сможем ли перевернуть пилу и установить ее наоборот. Да, все устанавливается, все так же жестко.
может быть, где-то надо будет подлезть и вот так пилить, не знаю. Но мое дело показать, что все работает, все переворачивается, все отлично. Да, интересно. Ко мне не приехала никакая инструкция, то сам ход штока я вам, друзья, не скажу. Давайте это вычислять примерно на глаз, потому что под рукой мне даже, друзья, и нет линейки. Но я думаю, что здесь ход, здесь такой же практически патрон и этот шток, как и в большой моей сабельной пиле. В той пиле это было, по-моему, 22,5 миллиметра ход. Я точно не помню, но что-то в этом районе. Вот. Ну а здесь будет, давайте посмотрим. Я попробую медленно включить. Вот, примерно так. То есть на глаз миллиметров 18, а то и 20 хода тут должно быть. Вот, друзья. Значит, фонарик. Фонарик, обязательно фонарик. Вот этот светодиодик, видите, у нас работает, горит. Вот мне человек пишет, говорит, нафига ты показываешь этот светодиод, он тут нафиг никому не нужен. Да, ребята, я придерживаюсь тоже, почти что придерживаюсь такого мнения, так как в некоторых случаях он все-таки нужен и помогает, но очень-очень редко. Вот. В то же время другой человек пишет, а почему ты не показал фонарик? Поэтому, друзья, показываю все и всем, и всегда стараюсь всем угодить. Ну, если что-то забыл показать, вы уж, друзья, извините. Так, сразу хочу обратить ваше внимание, что у нас в данном агрегате установлен щеточный двигатель. Это видно по искрению щеток. Обращайте внимание. Так, разблокировать. Вот, то есть самая большая искра у нас получается, когда мы отпускаем пусковую кнопочку. Почему так получается? Потому что срабатывает электронный тормоз. И мотор наш резко останавливается. Это нужно для безопасности, чтобы не было никакой инерции. Так, ну, наверное, друзья, я все вам показал, рассказал. Теперь, по традиции, мы раскрутим сей чудный девайс и посмотрим, чем он там напичкан. Подписывайтесь на мой канал. Разобрал я, друзья, сей чудный девайс. Значит, все собрано на 11 вот таких вот винтах, саморезах Torx 10. Под такой вот ключик. Далее пробуем раскрыть. И как всегда ничего не получается. Но мы ж попробуем. Так, все раскрыли, закрыли. То есть вот опять же показываю внутри пластик. Пластик довольно качественный. Опять со всеми этими вот резиновыми прибамбасами, которые я очень люблю. Потому как все это дело классно у нас, друзья, лежит в руке. Вот, ну и вот что мы наблюдаем. Просто пусковая кнопочка с регулировкой оборотов. Нет никаких контроллеров, так как весь контроллер у нас задействован в самой кнопке. Площадка питания, движок. Движок у нас какой? RD21A. Ронгда мотор. Короче, друзья, вот вам информация. Так как я думал, ну что-то похоже, нет, 550 и побольше, по-моему, размерами. Ну а здесь вот такой у нас двигатель. Есть такое чувство у меня, хотя нет, все нормально. Думал, что не скручен редуктор. Вот здесь, кстати, по-моему, есть зазор, видите? Так, давайте я попробую все это дело... Ой, не ту отвертку взял. Все это дело поджать. Что нам скажут? Нам скажут, что все зажато. Значит, так походу было задумано. Вот. Ну, в редуктор лезть как бы не хочется. Здесь я вижу подшипник у нас. Подшипник держится просто тупо тремя вот этими вот винтами. И что я разберу, то нам ничего не даст. Ну, я думаю, конструкция всем понятна. Вот этот вот вал очень уж напоминает вал с моей прошлой машинки. Там ее тоже разбирал. Кому интересно, посмотрите. Не хочу я просто лезть. Это надо выпрессовывать будет подшипник, насколько я понимаю. Так он просто не разберется. Поэтому дальше я, друзья, вы уж извините, не полезу. Установлен у нас вот светодиодик, кому интересно здесь. Ну и все, в принципе, просто до невозможности. Все, друзья, собираю.
запускаем после сборки и идем что-нибудь попилим. Так, все собрал, все скрутил, все 11 этих наших саморезиков. Подключаем наш источник питания и включаем. Проверяем. Все работает, горит и светится. Ну а мы с вами пойдем на улицу, отпилим веточку и попилим какую-нибудь железку. Попробуем это вот чудо-полотно, как оно себя проявит. Давайте мы с вами его тоже взвесим. Я, кстати, забыл. Взвесим с аккумулятором. И давайте с пилочкой одной. Вот, кило 662 грамма. То есть довольно-таки увесистая штука. Но я думаю, какой-нибудь сад обрезать будет довольно удобно. Это для тех, у кого нет, конечно же, цепной пилы. У меня есть 2 цепные пилы, поэтому мне для сада это не нужно будет. А буду я, видимо, тоже где-то там при авторемонте что-то где-то подпилить, подрезать. Ну, вот как-то так использовать. Все, друзья, идем на улицу. Итак, вот моя высохшая ветка на яблоньке. Будем ее потихоньку, как говорится, подпиливать. Поехали! Так, без напряга. Без напряга. Без напряга. Так, что мы тут тоже отпилим? Ну, сушняк. Тяжеловато ей. Аж мандраж в руках. Тонкие ветки, она пружинит, поэтому вот так вот пилку выбрасывает. Ну давайте еще здесь, наверное, пиленем на 2 раза. Готово. Ну и этот кусочек тоже срежем. Значит, есть некоторые товарищи, я смотрел в ютубе, которые мало того, что покупают сабельную пилу, так еще и сам стоит вот так вот пилит. Давайте попробуем. Так. Ужас. То есть все налегке, друзья, пилится. Главное не давить. Будете давить, она будет давиться и не пилить. А так все, в принципе, классно. Ну что, нам остается пойти попробовать, друзья, рубануть металл какой-нибудь и посадить к чертям собачьим эту пилку. Доказать еще раз, что вот эти пилочки комплектные никудышнее. Вперед. Кстати, друзья, вот пилочки. Нижняя пилка усаженная, это с прошлой пилы сабельной. Я думал, что это одна и та же марка, а оказалось, марки у нас совершенно другие. Ну что, меняем пилку и попробуем отпилить вот эту вот 15-ю трубу. Пилку установили на место. Обязательно помажем. У меня есть друг, такой Борис Сопин. У него, кстати, есть свой канал тоже. Можете по ссылке внизу в описании перейти и подписаться. Классный канал, классный такой молодой человек. Он говорит, надо помазать. Так, немножко я его солью. Так, ну что, вперед, попробуем, что у нас получится с этой пилы. Еще капельку масла капну. Мало ли что.
смотри, пилит. А этой вот пилкой я ни одного реза не смог сделать. Чуть-чуть прикоснулся и все. Ну, короче, до конца не буду. Вот, все у нас отпилено. Все у нас, друзья, перепилено. Смотри, какая комплектная пилка попалась классная. Так, сейчас я вытру и посмотрим на зубчики. Как тут показать вам, не знаю. Все бликует. Ты смотри, даже зубья, по-моему, все целенькие. Ничего нигде не приглажено, не заглажено, не зализано. Как-то так, друзья. То есть пилка на пару резов, я думаю, должно ее хватить. Классно. Все, на этом все. Сегодня у нас на обзоре был такой вот чудесный инструмент. Ручная сабельная пила. Для, как я говорю, для одной руки. Ну, то есть довольно неплохая штуковина в хозяйстве. Все, друзья, всем спасибо за компанию, так сказать, что были со мной. Всем удачи, здоровья, до новых видео. Пока. Ты заходи, если что.